Всем привет! Я Нина Заславская. Мы снимали очень много видео по волосковой технике, а сегодня я хочу вам показать коррекцию волосков. Волоски в данном случае у нас хорошо прижились. После процедуры прошло 1,5 месяца. И сегодня я расскажу вам о самых главных правилах коррекции волосковой техники. Напомню, что я работаю на машинке Белар. Вольтаж у меня стоит привычный, как я использую на растушевку, 5,4 вольт. И пигменты я взяла те же самые, что использовала на первичной процедуре, так как результат меня вполне устраивает, по цвету все хорошо прижилось. У меня 2 оттенка на волоски. Я использую свою линейку пигментов Permanent Expert. Первый цвет у меня более светлый Blonde Intensive и второй цвет Brunette Intensive. Так как пигменты интенсивные и плотные, я разбавляю чуть-чуть водичкой. Использую воду для инъекции, либо дилуент специально для разбавления пигментов. Сейчас я выполняю процедуру уже без отрисовки эскиза, так как каждый волосочек у меня хорошо прижился и форма отчетливо видна. Но если вы не знаете, как отрисовать волосковую технику, вы можете перейти по ссылке и посмотреть подробную информацию от меня. Самое главное правило волосковой техники – это попадать именно в ту же линию, которая у вас сохранилась после первичной процедуры. Бывает такое, что есть пробелы, то есть волосок не приживается. В таком случае вы воспроизводите волосочек заново. И сейчас вот я на первом проходе обвожу каждый свой волосок, который я вижу. И сразу дорисовываю, если есть у меня пробел. После этого наношу вторичную анестезию и довожу уже более темным цветом до идеала. То есть создаю акценты в серединке бровей, дорисовываю более воздушные волосочки. И если того вам хочется, можно добавить растушевку уже в тех местах, в которых вы планировали, например, ее изначально сделать. Я вам уже говорила, что процедуры волосков и растушевки, если вам хочется сделать комбинированную технику, лучше разделять, либо аккуратно-аккуратно прорабатывать в каждом секторе, не пересекая линии, чтобы, соответственно, волоски хорошо прижились и никуда у вас ничего не поплыло. Сейчас я прорабатываю первый проход Blonde интенсивом, более светлым цветом в моей палитре. После этого я буду прорабатывать темным, делать акценты. Если вы видите, что какой-то волосок очень хорошо прижился или он достаточно яркий, то вы можете вообще по нему не проходиться, а добавить какие-то волосочки рядом. Тогда получится более густой и воздушный такой вариант. Ну и все хорошо приживется, потому что кожа рядом не будет травмирована. Поэтому и нельзя рисовать очень часто волоски рядом, потому что линия может поплыть. В процессе работы я стараюсь чередовать свое нанесение волосков. То есть какие-то волоски я наношу более медленным штрихом, чтобы они получились более контурные. Какие-то волоски, обычно это дополнительные, например, сверху или снизу, я могу прорисовать быстрым и легким штрихом, чтобы линия получилась более воздушная и пиксельная. Места сплетений волосков я стараюсь сразу затемнять. То есть вот этот V-образный сектор, то место, где волосок входит в другой, я его сразу подтемняю, даже на первичной процедуре, чтобы не запутаться и понимать, где у меня волоски главного скелета, а где линия дополнительная, потому что я для себя во время процедуры делю. Главные волоски у меня нарисованы более четко, дополнительные волоски нанесены более быстрым штрихом, то есть такой пудровой линией, как раз таки для пущей натуральности.
самое главное, чтобы в секторе, в котором я прорисовываю волосок, было достаточно места. То есть мельтешить не нужно ни в коем случае, иначе знаем, да, золотое правило. Если очень часто и рядышком нарисованы волоски, они могут подплыть. Поэтому сохраняем обязательное расстояние, вот примерно такое, как вы видите здесь. Также я довожу бровку до идеала. Это у меня заключительный этап. То есть я еще раз прорабатываю все сплетения и затемняю их, чтобы создать такие акценты. Дорисовываю дополнительные волоски. Кстати, сейчас я уже в работе начала немножко экспериментировать, чтобы бровки были более воздушные, естественные, как в природе. Я волоски начала пересекать. То есть раньше я, конечно, этого избегала. И все вообще мастера стремились к тому, чтобы не было пересечения у волосков. Сейчас иначе. И все стремятся к максимальной натуральности. Поэтому я волоски третьего ряда рисую хаотично. То есть у меня нет такой определенной прям схемы, направления, куда я увожу волосок. Я могу их немножко пересечь для пущей натуральности. Также я хочу немножко вывести крайние волосочки. То есть вот эти волоски, которые лежат у меня ближе к краю. Мне их нужно увести, чтобы волосок как бы растворялся, чтобы начало у волоска становилось тоненьким и прозрачным. То есть я вот так немножко продлеваю каждый нарисованный волосок. Могу также нарисовать дополнительные волоски, также которые немного переплетаются и создают натуральный эффект. Но рисую их очень легко, светлым пигментом, чтобы они не читались, но все же это создает очень такую натуральную картину. Наша процедура подошла к концу, и сейчас вы можете увидеть финальный результат после коррекции. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставили мне лайк. Я всегда очень рада новым подписчикам и вашим комментариям. Вы меня стимулируете снимать еще больше. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.